Здравствуйте, дорогие зрители! Меня зовут Саша, на этом канале делюсь вкусными и полезными рецептами. А сегодня покажу, как приготовить молочные конфеты. По вкусу, цвету и текстуре они будут напоминать нечто среднее между вареным и сгущенным молоком и ирисками. Они имеют достаточно большой срок годности, так как хранятся в морозильной камере и достаются в нужном количестве за несколько минут до употребления. Что вполне удобно, всегда найдется с чем попить чаю, когда хочется сладкого. Делать молочные конфеты несложно, давайте покажу как. На хорошо разогретую сковородку высыпаю сухое молоко. Обжариваю его на небольшом огне, при этом температуру во время обжаривания меняю от 60 до 120 градусов, чтобы слишком долго не ждать, но и не спалить молоко. При этом постоянно перемешиваю массу силиконовой лопаткой и по возможности разбиваю комочки. Обжариваю до вот такого золотистого цвета. Далее вливаем молоко. Добавляем подсластитель по вкусу. У меня около 2 грамм Фитпарада номер 7. Доводим массу до кипения и увариваем до вот такого густого состояния. Если хотите получить прям насыщенный карамельный цвет, температура должна быть в районе 160-180 градусов. Именно при такой температуре молочный сахар карамелизуется. Снимаю массу с огня. Пробиваю в блендере до вот такого однородного состояния. Теперь нужно придать жидкой смеси какой-то внятный конфетно-ирисочный вид. А для этого можете взять абсолютно любые формы, силиконовые, пластмассовые, стеклянные, металлические, любые. А в этот раз использую стальную форму с размером дна 19×9. Прокладываю ее дно пергаментной бумагой, выливаю всю массу и накрываю пищевой пленкой. После чего остужаю до комнатной температуры и отправляю в морозильную камеру до полного застывания. У меня уже вечер, поэтому конфеты будут застывать до утра. Но обычно хватает около 3-4 часов, все будет зависеть от размера форм и мощностей морозилки. Настало утро, достаю форму из холодильника, вынимаю из нее конфетный брусок. Если сразу не выходит достать массу, опустите дно формы в горячую воду буквально на несколько секунд. Далее очищаю брусок от пленок и пергаментной бумаги. Даю постоять буквально несколько минут при комнатной температуре и разрезаю брусок на вот такие порционные кусочки. Глядите, что получилось. Сейчас они напоминают ириски. Если хорошо карамелизовать молоко, по вкусу и цвету тоже будет ближе к ирискам. А так вообще это молочные конфеты, напоминающие что-то среднее между ириском и вареной сгущенкой. Надеюсь, вам понравится этот рецепт и вы тоже иногда будете делать эти конфетки. Не забывайте хранить их в морозильной камере и доставать минут за 10 до употребления. Желаю всем приятного аппетита, здоровья и красоты. До встречи в новых видео.